Всем привет! Впереди вас ждет довольно большое и, надеюсь, интересное видео, но для начала я хотел бы сказать пару слов. Мы потратили очень много сил и времени, чтобы снять это видео и показать вам, и мы не зарабатываем на этом канале, и все, что вы видите, мы делаем только потому, что нам самим это нравится. Если вам нравится подобный контент, то просто дайте нам знать в комментариях, нам будет очень приятно. И, конечно же, огромная благодарность вот этим вот ребятам, которые поддержали нас на Patreon, потому что без них было бы действительно тяжело. За все время моей практики я получал очень много вопросов насчет крафта и всегда пытался отвечать на них в комментариях или на стримах. Но, как всегда, находятся люди, которые не читают комментарии или не смотрят стримы. И именно для таких людей и для всех остальных мы решили снять это видео, где вы увидите полный процесс работы над фигуркой от А до Я. Ну, а теперь давайте приступим к делу. Первым шагом обычно является поиск арта. Для этого я просто открываю галерею и ищу понравившиеся мне картинки. Очень часто я консультируюсь со своими друзьями, и если мы считаем, что из этого арта получится отличная фигурка, то я направляюсь к художнику и пытаюсь получить разрешение на работу. Если никаких проблем не возникает и автор соглашается, то дальше я перехожу к лепке. Обычно я леплю из суперскалпи, потому что мне просто нравятся ее свойства. Но стоит помнить, что она довольно-таки хрупкая, и если вам нужны более крепкие детали, то стоит использовать, например, Fimo. Практически в каждом видео на этом канале можно увидеть, как я леплю те или иные вещи, поэтому в этот раз мы покажем только некоторые моменты. Примерно год назад я уже лепил принцессу Луну и отметил для себя, что самое худшее, что можно сделать, это сделать ее гриву плоской. Чтобы этого не допустить, я делаю основу и отмечаю участки, на которых необходимо добавить объема. Основную работу я обычно делаю руками, так как если пластика свежая, то она довольно-таки легко разглаживается. Затем, когда основная форма готова, я беру свой любимый стек и продолжаю работать им. Помните, что выбор инструмента — это крайне важная вещь, и старайтесь работать только тем, что удобно конкретно для вас. Вы даже можете изготовить свои собственные инструменты, если не нашли ничего подходящего в магазине, и они будут абсолютно не хуже, чем покупные. Когда работа завершена, пластику необходимо запечь. Можете успокоить своих родителей, так как пластика не токсична, и главное просто не сжечь ее в духовке. После запекания начинается одна из самых скучных и муторных частей – шлифовка. Но тут нет ничего сложного, просто берете наждачную бумагу и начинаете генерировать тонны пыли. После того, как поверхность подготовлена, я приступаю к грунтовке. Это очень важный этап, потому что грунтовка помогает краске лучше держаться на поверхности, а также выявляет мелкие царапины и сколы, которые необходимо зашпатлевать. Для этих целей я использую обычную автомобильную грунтовку в баллонах. А вот здесь вы можете лицезреть последствия моей ошибки.
Пластика была запечена, но, как видите, не до конца, и на хвосте появилась трещина. На самом деле это не так страшно, как может показаться, потому что вы всегда можете починить все, что было сломано. Лучше всего, на мой взгляд, с подобными повреждениями справляется эпоксидный клей. Размешиваем его как следует и заливаем как можно глубже в трещину. Но если вы допустили подобное повреждение, то, увы, вам придется использовать шпатлевку, чтобы скрыть следы. После нанесения грунта я всегда использую скотч-брайт и воду, для того, чтобы сделать грунт еще более гладким. Вот практически и все. Детали подготовлены к покраске, и если бы это была работа на заказ, я бы прямо сейчас перешел к покраске. Но так как эта луна будет в нескольких копиях, то нас ждет немножко больше веселья. Перед началом работы я и мой коллега Павел проводим анализ фигурки и обдумываем, как сделать ту или иную форму. Это один из самых важных и ответственных моментов, потому что всего лишь из-за одной ошибки вы можете испортить форму, и вам придется переделывать все сначала. Первый шаг в создании силиконовой формы – это разделение всех деталей на две половинки с помощью пластилина. Все стыки тщательно прогоняются, чтобы не испортить форму. Прямо на пластилине можно отметить места для воздуховодов, чтобы в будущем не думать об этом. Далее на очереди изготовление опалубки. Для этого мы используем древний дедовский метод создания опалубки из лего. На сегодняшний день более удобного способа я не знаю. Здесь также важно тщательно удалить все щели, чтобы силикон не протек наружу. После того, как все готово, в пластилине делаются так называемые ключи, для того, чтобы в дальнейшем две половинки формы можно было правильно стыковать. Следующий шаг – заливка силикона. В своей работе я стараюсь использовать самые качественные материалы, так как с ними меньше всего хлопот. Это силикон Mold Max, и он отлично подходит для создания форм для фигурок. Но у него есть всего лишь один недостаток – это очень едкий запах. Поэтому старайтесь работать в помещении, которое тщательно проветривается. Мне потребовалось очень много сил и опыта, чтобы мои копии начали получаться более-менее качественными. Кроме того, если вы хотите получить действительно хороший результат, вам также потребуется и хорошее оборудование. Я всегда дегазирую силикон в вакуумной камере, так как это значительно улучшает качество формы, удаляя из силикона большую часть воздушных пузырей.
После дегазации силикон заливается в формы. Здесь практически невозможно сделать что-то неправильно, так как этот силикон твердеет за несколько часов. Спешить никуда не нужно и можно наслаждаться процессом. После того, как силикон окончательно затвердеет, нужно удалить весь пластилин без остатка. Самое важное, ни в коем случае не допустить выпадения деталей силикона, так как эта ошибка испортит форму и придется начинать все сначала. После того, как с пластилином будет покончено, на силикон жизненно важно нанести разделяющий состав. Я использую обычный вазелин. После нанесения разделяющего состава можно заливать вторую часть формы. Ждем сутки до полного застывания силикона, разбираем опалубку, и теперь наконец-то формы можно открыть и узнать, все ли получилось как надо или придется переделывать. Если формы получились без дефектов, то считайте, что это успех. Теперь можно переходить к финальному этапу изготовления формы. Нужно убрать все торчащие кусочки силикона и прорезать заливные отверстия.
Также следует позаботиться о прорезании воздуховодов, чтобы пластик мог нормально заливаться в форму. Теперь, когда формы готовы, можно приступать к литью. Наш главный враг на этом этапе – это время. Всего есть около 10 минут, чтобы успеть смешать необходимое количество пластика и залить формы, поэтому медлить ни в коем случае нельзя. Затем формы помещаются в барокамеру под давлением не менее 2 атмосфер. Это поможет избавиться от воздуха в пластике и улучшить его качество. Далее полученная копия обрабатывается точно таким же образом, как и оригинальная фигурка. Если заниматься обработкой постоянно, то очень пригодится вытяжка. В противном случае у вас будут образовываться горы пыли, которые могут привести к подобным ситуациям. Мы закончили убирать комнаты от пыли, и там теперь чисто. Там ведь чисто, да, Вадь? Да, Паш, все чисто. Что мы будем делать дальше? Что делать? Будем шкурить. Вот что мы будем делать. Мы сожрем этот пластик на завтрак. Запилим луняшу. Слышь, Паш, ну ты не налегай, а?
Ладно, Вадь, пошли. Нам нужен пылесос. Перед тем, как я начал лепить эту луну, я заранее спланировал ее тело из 2 половинок, так как еще не умею делать такие сложные формы. Из-за этого допущения ее тело необходимо склеить и убрать стык. И для этого отлично подходит вот эта штука. После того, как фигурка обработана, она снова грунтуется. На этом этапе очень важно не переборщить с грунтом и не создать потеков. Ну а далее уже знакомая вам обработка грунта с помощью скотч-брайта. И вот, после всех этих мучений, мы получаем готовую к покраске фигурку принцессы Луны. Что же дальше? А дальше будет то, что вы так давно просили. Теперь, когда у меня появился оператор, я наконец могу показать вам процесс покраски. Чтобы не ошибиться с выбором цвета, убедитесь, что вы открыли изображение на дисплее с хорошей цветопередачей. Далее я выбираю максимально похожие по тону краски и смешиваю их. Скажу сразу, что я не использую никакие секреты и хитрости и, скорее всего, разочарую многих из вас. Если вы действительно хотите научиться хорошо красить, то обратились явно не к тому человеку. Но, тем не менее, я постараюсь рассказать основы. Если вы, как и я, красите с помощью аэрографа, то следите, чтобы ваша краска была не слишком жидкой или густой, так как это очень сильно влияет на качество поверхности. Если вас интересует, какими красками я пользуюсь, то так получилось, что лучше Валеха я не встречал. Да, они не очень дешевые, но их качество превосходное. На самом деле, к выбору краски нужно подходить индивидуально, так как бывает, что некоторые цвета намного лучше у одного производителя, а некоторые у другого. Первым делом наносится базовый слой. Он самый темный, и, возможно, некоторые из вас подумали, что он темнее, чем нужно. И это действительно так, потому что в дальнейшем он будет высветляться более светлыми тонами. Самое важное – это покрыть фигурку ровным слоем краски.
После того, как базовый слой нанесен, я смешиваю более светлую по тону краску и начинаю наносить высветление. Пожалуй, это мой самый любимый этап покраски, так как я просто ненавижу плоские однородные цвета. На самом деле довольно круто видеть, как меняется фигурка всего лишь из-за одного тона краски. Второй слой не должен перекрывать базовый слой. Он наносится лишь на наружные поверхности, чтобы создать тень. Можете обратить внимание, насколько отличаются поверхности, окрашенные в один и в два слоя. По такому же принципу красятся все остальные детали. Перед нанесением новых цветов и тонов краски лучше всего промывать аэрограф, иначе вас могут ждать неприятные последствия. Третий слой должен быть еще светлее, потому добавляем к нашей краске белый цвет и повторяем предыдущие действия. Обычно крася фигурки я использую 3-4 тона в каждом цвете. Но если этого будет недостаточно, их всегда можно увеличить. Вы можете поинтересоваться, а как красить фигурки, если у тебя есть только кисти и нету аэрографа? Неужели без него ничего не получится? На самом деле, если у вас нет аэрографа, то расстраиваться рано. Я пользуюсь аэрографом только потому, что он существенно экономит время. Но кроме того, это моя работа, и я стремлюсь к высокому качеству. И если вы решили слепить для себя или для друга одну-две фигурки, то их вполне себе хорошо можно покрасить и кистью. Для примера вы можете посмотреть на эти работы. Для их покраски вообще не применялся аэрограф. Но все же ни одна покраска не обходится без кисточки. Такие маленькие элементы, как глаза, кьюти-марки или ресницы, все равно приходится красить кистью. На самом деле многие люди могут использовать аэрограф правильно и красить такие элементы с помощью него, но я не один из этих людей и использую кисть. Пару слов о кистях. Их должно быть несколько. Не стоит красить всю фигурку маленькой кистью. Это займет намного больше времени и оставит на поверхности слишком много следов.
Всегда держите при себе широкую кисть для больших участков и тонкую кисть для маленьких деталей. Хочу отметить, что я из тех людей, которые считают, что кьюти-марка Луны это месяц, а черное пятно является частью ее окраса. Я ни в коем случае не говорю, что делать нужно исключительно так, но я предпочитаю красить круг в черный целиком. После того, как тело фигурки покрашено, на него можно нанести матовый лак в несколько слоев. Помните, что лак вряд ли защитит краску от серьезных повреждений, например, царапин или сколов. Он скорее служит для того, чтобы краска случайно не стерлась или чтобы не была липкой. К крафтовым фигуркам нужно относиться очень аккуратно, так как это не магазинная пластмасса. Напоследок я оставил покраску металла. Как я говорил раньше, я не очень люблю однотонные цвета, и это также распространяется и на металлике. Я предпочитаю более потертые и рельефные поверхности, потому никогда не крашу металл в один тон. Хотя должен признать, что в случае с драгоценными металлами это не всегда имеет смысл. После того, как металлик нанесен, его можно покрыть разбавленным глянцевым лаком для придания большего блеска, и на этом работа над телом будет завершена. Теперь переходим к гриве и хвосту. Здесь все абсолютно то же самое, что в случае с покраской тела. Хочу отметить, что использую слегка неканоничную палитру, но мне так больше нравится.
Финальный штрих – добавление звезд. Проще всего это сделать вот таким нехитрым способом. Главное не переборщить с количеством краски на кисти. Останется лишь нарисовать звезды покрупнее и покрыть всю фигурку финальным слоем лака. Но на этом работа еще не завершена. Далее Павел берет камеру в руки и приступает к съемочному процессу и дальнейшем обработке фото и монтажу видео, чтобы показать вам плоды наших трудов. И небольшое послесловие. Ребят, нам было очень сложно снимать это видео. Это было, можно сказать, это был первый такой серьезный опыт, в отличие от того, что вы видели на этом канале до этого. Очень сложно писать сценарий, когда ты ни разу этого не делал. Очень сложно говорить на камеру. Поэтому я выгляжу немного неестественно. Уж извините меня, такой я человек. Бывает. Но огромное вам спасибо за то, что вы дотерпели целый час до конца. И если вам действительно понравилось, то, возможно, в будущем мы запишем что-то еще подобное. Или, может быть, что-то новое. В любом случае, оставляйте комментарии, мы читаем все. И я лично на все отвечаю. Может быть, не сразу, но я обязательно прочитаю ваш комментарий, если у вас есть какая-то критика. А она, я думаю, будет. Просто не стесняйтесь, пишите. Мы обязательно учтем все в будущем. И огромное вам еще раз спасибо. Огромное спасибо, если вы подпишетесь на канал. Это действительно было очень сложно. И мы оценим, если вы поделитесь этим видео. И просто напишите какой-нибудь комментарий. Всем спасибо еще раз и всем пока.